Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас с вами урок номер 3 по счету по рунам и руническим ставам. На прошлом уроке мы говорили с вами о том, какие руны лучше выбрать для работы с вашими клиентами, для того, чтобы делать расклады и диагностику перед работой с рунными ставами. И изучили 3 руны с 4 по 6. Это руны Кинас, Райдо и Ансус. Сегодня мы с вами изучим такие вопросы, как где хранить руны, как их правильно освещать и активировать. Собственно, для этого у нас сегодня с вами такая волшебная атмосфера. И стоит ли передавать свои руны в чужие руки. А также мы изучим 3 руны старшего футарка с 7 по 9. Начнем мы сегодняшний урок с того, как правильно освещать руны или активировать по-другому. Независимо от того, был ли набор рун изготовлен самостоятельно вами или приобретен в магазине, его необходимо подготовить к работе. На тему активации рунического набора можно найти немалое количество ритуалов и обрядов в интернете. Однако при выборе способа для себя важно помнить, что четкие правила и традиции давно утеряны. Потому любой из имеющихся ритуалов будет новоделом с большей или меньшей степенью достоверности. Что это значит? Это значит, что каждый практик выбирает тот ритуал активации рунического набора, который лично ему кажется наиболее правильным и комфортным. Руны несут энергию 4 стихий, потому вполне логично использовать элементы воды, земли, воздуха и огня при активации набора. Здесь я наглядно показала вам, как происходит активация с помощью 4 стихий. Как она выглядит? У меня в чашах земля из леса. Вы можете использовать любую другую землю, в которой может теплиться жизнь. Допустим, купили землю для того, чтобы посадить в горшочке цветок. Эта земля тоже замечательно подойдет. Вода. Я использую воду из-под крана, она более живая, нежели кипяченая. Если у вас рядом где-то есть родник, рудник, куда вы можете спуститься и набрать воду, тем более сейчас у нас весна, скоро лето, пожалуйста, это идеально, но можно использовать обычную воду из-под крана, холодную желательно, да, не горячую. Далее у нас палочка, аромапалочка. Можно использовать абсолютно любую аромапалочку, аромат, который вам более приятен. И, конечно же, свеча. У меня свеча из натурального воска. Желательно использовать свечу именно из натурального воска, друзья, не из парафина. Нужно ли готовиться к ритуалу освещения рун? Также каждый решает сам за себя, то есть самому готовиться. Да? Кому-то необходима длительная подготовка в виде очищения тела и духа, отказ от мяса, алкоголя и половых каких-то контактов. Опять-таки, если конкретно вам это помогает собраться с мыслями, делайте. Еще очень хорошо перед самим ритуалом на тело и дух воздействует медитация на чистку от негатива. То есть если вы послушали медитации, аффирмации какие-либо, да, то замечательно это воздействует на ваш мозг, на ваше подсознание перед тем, как вы будете активировать ваши руны. Если какая-то часть ритуала в процессе оговора, когда вы именно наговариваете на руны, вам кажется неуместной, глупой, смешной, замените словесную формулировку на другую, чтобы не отвлекаться на это в процессе освещения, друзья. Ритуал призван погрузить практика в состояние комфорта, умиротворения и максимальной заинтересованности в положительном результате. Поэтому какие-то смешки, когда рядом с вами люди какие-то ходят, да, все это неуместно. Вы должны быть в полном одиночестве и должны заменить те формулировки, которые вам не нравятся. Активация рунического набора – это создание своего инструмента для рунических практик и гадания. Гадание у нас должно получаться максимально достоверно. Естественно, если об особенности мы ставим рунический став для клиента либо для себя, обряд у нас должен быть максимально положительным. Инструмент должен быть удобен и приятен, потому все, что может сказаться на его работе негативно, нужно убирать заранее. Неловкость, стыд, смущение, растерянность и прочее – это негативные факторы. Мы с вами перед активацией должны прийти к состоянию спокойствия, расслабиться, чтобы отсутствовало нервное напряжение, раздражение, при этом присутствовала ясность сознания. И еще, друзья, ритуалы с рунами никогда не просят жертвенности со стороны практика, имейте это в виду. Практик, конечно, всегда сам решает, в какую сторону двигаться, в белую либо в черную магию, но жертв просит только черная, как вы знаете. Теперь, что касается самого освещения. Перед вами все 4 стихии. Притом, на самом деле, не так важно, в каком углу, в каком порядке они стоят, как написано в интернете обычно, да, не важно. Они будут работать успешно и так, и так. Самое главное, чтобы была земля, либо соль вместо земли, да, если вы не можете найти землю, да, или если на улице, допустим, зима, но у нас сейчас весна, слава богу, да, лето скоро будет, а землю откопать можно, конечно, да. Вода, обязательно должна присутствовать воздух и огонь, конечно, да. Не
обязательно в каком порядке, главное, чтобы руны стояли ровно посерединке, лежали ровно посерединочке. Теперь сам оговор, что касается самого оговора. Один из них, вы можете себе записать то, что я сейчас говорю, это как раз и будет являться оговором для рун. Призываю на помощь силы 4 стихий: огня, воды, воздуха, земли. Затем каждую руну вы берете, вот, допустим, руна Исса, да, вы берете в руки и по очереди опускаете в емкости. Как это делается? Говорите при этом: я активирую руну Исса, произносите название руны силой земли и окунаете, опускаете в емкость землей, не валяете там ее, а опускаете в емкость. Вот, пожалуйста, я активирую руну Исса посредством силы земли. Все, убрали, не надо туда ее окунать. Следующее. Я активирую руну Исса посредством силы воды или просто силой воды. Я активирую руну Исса силой воздуха. Вот таким вот образом, да? Нигде не валяем руну, нигде не окунаем ее. И я активирую руну Исса с помощью огня. Все. Данную руну вы активировали. И так каждую руну в вашем наборе, друзья мои, пока руны не будут активированы полностью. Руну нужно, после того, как вы ее активировали, руну Исса, допустим, вы активировали стихии земли, стихии воды, воздуха и огня. Руну Исса нужно после этого прижать к сердцу. Не отпускать, как я сейчас отпустила, а прижать ее к сердцу. Прижали к сердцу и посидели в тишине несколько минут. Поблагодарили конкретно руну Иссу за взаимодействие с вами. И все эти манипуляции нужно проделать с каждой руны, имеющейся. На все про все, на эти манипуляции у вас уйдет не больше часа времени. После активации руны должны полежать на вашем алтаре. Алтарь — это вот то, что вы соберете, собственно говоря, да, где будут ваши 4 стихии располагаться, где происходило освещение 24 часа. То есть руны вы не должны трогать, после этого убирать куда-либо 24 часа. Свеча и палочка догорят сами. Потом нужно будет огарок свечи и палочку просто выбросить. А вот воду и землю нужно вылить и оставить на улице, желательно под деревом. Но это только по истечении 24 часов. То есть палочка, свеча догорают, по истечении 24 часов вы выбрасываете огарок свечи и палочку, соответственно, то, что от нее осталось. И после истечения 24 часов вместе с тем, как вы убираете руны, вы убираете точно так же водичку и землю. И можно даже закопать ее под деревом, да, закопать землю под деревом, как-то прикопать ее и водичку туда прям под дерево вылить. Все, руны готовы к работе, собственно говоря, после 24 часов. Точно так же я заряжаю свои новые колоды карт, кстати. Кто интересуется, которые еще не участвовали в раскладах. Купили вы колоду карт, точно так же таким же образом зарядили. Кто-то, конечно, заряжает на кладбище, но это все черная магия. Не дай бог, кого-то приведете к себе домой, зачем вам это нужно? Делаю я это все, заряжаю я и руны, и карты Таро на растущую луну. Руны не приравнивайте к растущей либо убывающей луне, их можно заряжать и на убывающую луну, но я все-таки делаю это на растущую. Мне как-то так проще, я как-то так уже привыкла. Все обряды я также делаю на растущую луну. Когда ваши руны заряжены, многие задаются вопросом, где их хранить, чтобы они не повредились, не отсырели и не потерялись, может быть, да? У меня это обычный мешочек, вот он, который часто используется и для карт Таро, и для кубиков, или для еще каких-то аксессуаров. Он продается на Wildberries, на Озон, вы можете приобрести мешочек, часто вот как раз продается на маркетплейсах, да? А можете шить самостоятельно, это будет еще лучше. Ну и, наконец, стоит ли передавать свои руны в руки другому человеку, даже если человек очень близок к вам по духу, является родным и близким? Отвечу сразу твердое «нет». И вот почему. У каждого нового человека, берущего эзотерический предмет в руки, будь то колода карт Таро, руны или магические свечи, у него есть своя энергетика, у каждого человека, да, есть своя энергетика, положительная или отрицательная, которая просто плашмя обрушивается на ваши очищенные, доведенные до блеска специально для вас предмет магической практики. Вы только почистили руны, и вы передаете их кому-то еще, а потом начинаете с ними работать. Так не годится. Если вы не хотите каждый раз очищать руны влажными салфетками, и снимать с них негатив, да, после этого человека, то лучше, конечно, личный предмет никому не передавать. Вы же не даете попользоваться своей зубной щеткой кому-либо.
Ну, собственно говоря, вот как-то так это и работает. Да, все, мы с вами активировали руны. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, в комментариях, я обязательно отвечу. Ну, а мы теперь плавно с вами подошли к изучению самих рун, которые мы будем изучать сегодня на картах рунических. Друзья, убрала всю атрибутику, чтобы нам с вами ничего сейчас не помешало. Итак, на прошлом уроке мы изучили руны Ансус, Райдо и Кинас или Кена по-другому. Сегодняшний урок по рунам мы начинаем с 7-й руны старшего, младшего и англосаксонского футарка. Это руна Гебо. Значение ее довольно легко трактуется на основе ее уставного начертания. Руна воплощает в себе универсальную идею партнерства. Это союз в самом широком смысле. Бизнес, альянс, дружба, любовная связь. То есть это союз, все, что касается союза. Значение Геба может быть сведено... Так, у меня свечку не может успокоиться. Сейчас, секунду. Ну уже, давай же. Успокаивайся. Все хорошо. Что-то у меня со свечкой. Значение Геба может быть сведено к равновесию, балансу двух разнонаправленных векторов. В эзотерическом аспекте это дар и жертва. Что уравнивает его? В гадательной практике значение Геба часто сводится к таланту, но не навыку, а дару свыше. То есть речь идет о потенциале, возможности пока что не реализованной. Руна Геба может олицетворять сексуальную энергию, творческий импульс, намерение и способность к воплощению. Иногда в прямом смысле указывает на зарождение новой жизни, слияние мужского и женского, воплощает в себе абсолютный союз. В рунических ставах часто используется для защиты партнерских и любовных отношений и для налаживания контакта, найти взаимопонимание друг с другом. То есть если к вам обращаются клиенты и говорят: вот у меня что-то с мужем разладилось, я хочу, чтобы вы мне поставили рунический став, руна Геба обязательно практически всегда здесь будет использоваться. Свечка успокоилась, слава богу. Следующая руна у нас руна Вуньо, которую мы сегодня изучим. Это 8-я руна старшего и англосаксонского футарка. В англосаксонском футарке переводится как радость. Радость, веселье, ее значение связано с благосостоянием и удовольствием. Однако в образе руны Вуньо нет гедонических или вообще эгоистических аспектов. Речь идет здесь о всеохватной энергии счастья, неисчерпаемой силой веры, надежды и любви. Вот такая интересная руна. В прямом положении руна Вуньо указывает на достижение, победу. Это мирное урегулирование конфликта, достойная награда за длительные труды, заключение важного союза, возможно, семейного. Чаще всего в рунных ставах Вуньо является клеем, который склеивает другие руны между собой и делает став нерушимым, крепким. То есть руна Вуньо обычно в одиночестве не используется. Она усиливает действие става и ставится вместе с другими руническими формулами. Руна может указывать на крепкий союз, неожиданный, но приятный сюрприз и дает совет не прятаться от счастья и испытывать весь спектр эмоций, прямо сейчас поддаться положительным мыслям. И последняя руна на сегодня – это руна Хагал или Хагалас, ее полное название. Значение руны Хагалас в традиционной гадательной практике старшего футарка может сводиться к нескольким, порой прямо противоположным семантическим аспектам. В тривиальном смысле руна Хагалас – это разрушение, возможно, божественная кара, а возможно, просто стечение обстоятельств. Значение руны Хагалас часто сводится к стихии, причем в ее деструктивном, дестабилизирующем аспекте. Это первозданная необузданная энергия, которую невозможно остановить и как-то подчинить себе. Значение Хагалас может быть близко значению Иссы. Это торможение, но не инстинктивное, а необходимое, вынужденное, всеобусловленное внешними его обстоятельствами, которые невозможно контролировать. Однако несправедливо видеть в руне Хагалас лишь негативный образ. Очень многие просто боятся эту руну. Эта руна может указывать в том числе на благотворные перемены. Как и любую другую руну, Хагалас необходимо рассматривать в контексте с другими рунами. Ее бессмысленно трактовать вне контекста, то есть по отдельности, точно так же, как и руну Вуньо, допустим. Исключением может стать специфическое однорунное гадание, либо образный символизм. Тогда в любом из этих случаев Хагалас сводится к разрушению, стихийному бедствию и катастрофе. Вообще, как отдельная руна, Хагалас указывает на событие, к которому вы не готовы. Оно приходит внезапно, и к нему попросту нельзя подготовиться. Но вот если брать рунические ставы, тогда здесь значение руны Хагалас имеет другой оттенок. Ее часто используют в ставах для открытия всех дорог, где перемены человеку нужны резкие, необходимо. Просто необходимо человеку уже избавиться от всего старого. Да? Человек живет, допустим, женщина живет с мужчиной, с которым она уже не хочет жить, а
перемены никак не хотят приходить в ее жизнь, потому что она не хочет выходить из зоны собственного комфорта, или что-то у нее в жизни не получается. И вот для получения того, чего бы ей хотелось, ей открываются все дороги именно с помощью руны Хагалас. Руны резкие, это результат быстрый переход, пусть иногда болезненный, но переход с легким сердцем, потом в начало чего-то нового, в какое-то новое будущее, друзья. Счастливое будущее. Итак, мы сегодня с вами изучили 3 руны. Это руна Хагалас, Вуньо, руна Гебо, и изучили с вами, как активировать ваши руны. Друзья, если у вас есть какие-либо вопросы по этому уроку, пожалуйста, задавайте. На данный момент уроки будут выходить более регулярно, просто было ограниченное время в ближайшие дни, поэтому у меня последний урок был 17 марта, если не ошибаюсь, да, все, теперь будут регулярно выходить уроки. Напоминаю о том, что у меня есть уроки также по триумфу Луны, которые выходят на закрытом телеграм-канале. Если кто-то хочет обучиться также картам Таро и конкретно колоде триумф Луны, милости прошу. Пишите мне в личку. А я вас очень люблю, друзья, и до новых встреч.